Люди всегда смотрят на люксовые автомобили как на символ статуса и успеха. Но что, если за блестящей поверхностью скрывается нечто непредвиденное? Страшная правда в том, что новенькие дорогие машины, несмотря на их престиж, нередко оказываются на свалке. Почему? Этот феномен не ограничивается лишь несколькими случаями. Он приобретает все больший размах. То, что сначала казалось мечтой, на деле может превратиться в головную боль и даже финансовую катастрофу. Владельцы этих автомобилей часто сталкиваются с неожиданными проблемами, которые меняют их отношение к затратам на роскошь. Но чтобы понять масштабы и глубину этой проблемы, давайте погрузимся в реальные истории людей, которые пережили все это на собственном опыте. Одна из таких историй — это история Майкла, и его путь откроет нам глаза на самые сокровенные причины, по которым новенькие люксовые авто иногда оказываются совершенно не такими желанными, как хотелось бы. Глава 2. Майкл всегда мечтал о шикарной машине, представляя себя за рулем быстрого и элегантного транспортного средства. Когда он накопил достаточно денег, чтобы купить свежую из салона люксовую модель, он думал, что оказался в раю. Но эйфория быстро сменилась разочарованием. Машина, изобилующая новейшими технологиями и удобствами, вскоре начала вызывать у него головную боль. С каждым днем расходы на обслуживание и внезапные визиты в сервисный центр только увеличивались. Майкл чувствовал, будто его новая красавица на четырех колесах поглощает его финансовые ресурсы. Вскоре он осознал, что эта дорогостоящая покупка стала источником стресса и тревог. Возможно, история Майкла типична, но и в других случаях владельцы, недолго задумываясь, решаются на крайние меры. И неожиданное решение Майкла избавиться от машины — это лишь вершина айсберга, скрывающего под собой более серьезные мотивы и тайны, которые мы вскоре раскроем. Глава 3. Роскошь является частью жизни, соблазняющим множеством ярких граней. Когда дело касается автомобилей, это соблазнение становится почти непреодолимым. Но что движет владельцами новых люксовых авто, вынуждая их расстаться с предметом их мечтаний? Психология роскоши раскрывает нам сторону человеческого сознания, которую часто недооценивают. Внезапно оказывается, что покупка — это не только удовлетворение, но и скрытая ловушка. Ощущение счастья и самореализации от обладания недешевой машиной может быть временным, поскольку происходит адаптация к новизне, и эйфория проходит. Даже на фоне блеска и атрибутов престижной жизни человек начинает задаваться вопросом, стоит ли это все финансовых жертв и постоянного внимания к имиджу. Постепенно обладание роскошью может стать обузой и символом ненужных обязательств. Но в этом ли кроется вся правда? Оказывается, не только внутренние переживания играют роль, но и неожиданно возникающие проблемы, которые проверяют наше терпение самым суровым образом. В этом кроется ключевая причина, почему даже дорогая вещь может стать помехой на пути к настоящему счастью. Глава 4. Когда владеешь новым люксовым автомобилем, ожидаешь первую поломку не раньше, чем через несколько десятков тысяч миль, если вообще ожидаешь. Однако для некоторых владельцев такие надежды быстро развеиваются. Представьте себе, вы гордо едете с завода на новеньком автомобиле, буквально сверкающем под солнцем. Но всего через пару недель вы обнаруживаете себя стоящим у обочины, безуспешно пытаясь завести свой когда-то идеальный автомобиль. Неожиданные технические проблемы, такие как неисправные электронные системы или механические проблемы, которые должны были быть невозможны, все это становится жестокой реальностью владельцев. Эти поломки не только лишают нас удовольствия от вождения, но и могут стать приятным сюрпризом для вашего кошелька. Ведь починка таких новейших автомобилей требует немалых затрат. Растущая стоимость владения и бесконечные поездки на сервис для выявления и устранения неисправностей множают разочарование и раздражение. Поневоле автомобили роскошного сегмента начинают ассоциироваться не со статусом и успехом, а с давно знакомым чизкейковым восприятием быстро ломающихся гаджетов. И хотя это лишь одна из многих граней проблемы, есть нечто большее, что лежит за ее пределами и связанное не только с техническими аспектами. Как раз в тот момент, когда вы думаете, что знаете все об этой индустрии, открываются новые слои истинной ценности этих престижных игрушек, оставляя многих в замешательстве перед тем, что же на самом деле скрывается за блеском и ценником. Глава 5. Собираясь приобрести люксовую машину, мало кто задумывается о том, как мгновенно она теряет свою стоимость. Покупаем за сотни тысяч, а спустя короткое время от этой суммы остаются лишь обрывки. Такое резкое обесценивание ставит владельцев в экономический тупик. Многие роскошные автомобили теряют до половины своей стоимости в первую пару лет. Этот спад не просто раздражающий факт, это разрушительная ловушка для тех, кто рассчитывал обеспечить будущее через инвестицию в престиж. Новички рынка могут угодить в такое положение, когда перекрытие кредитов становится неподъемным
неподъемными издержками. Неожиданное осознание того, что роскошь обременяет, а не обогащает, заставляет задаться вопросом о ходе жизни и верности своих приоритетов. Но, как окажется, не только экономические факторы играют ключевую роль в этих решениях. Существует еще один мощный элемент, который начинает постепенно переформировать наше восприятие роскоши. Этот незримый фактор набирает силу, незаметно проникая в каждый аспект нашей жизни, оказывая давление и влияя на сделанные нами выборы. Глава 6. В наши дни трудно представить мир без социальных сетей, и их влияние на восприятие люксовых товаров, включая автомобили, играет огромную роль. Мы ежедневно видим в нашем фиде блестящие изображения новых машин, которыми гордятся знаменитости и инфлюенсеры. Однако за темным блеском объективов скрывается опасная формула, влияющая на наше восприятие роскоши. Мы неосознанно находимся под воздействием не только рекламных кампаний, но и жизни, которую мы вычерчиваем по чужим шаблонам. Соцсети создают иллюзию доступности и необходимости обладания тем, что демонстрируется на экранах. В бельмом психологии оказывается угнаться за успешными пользователями, что в свою очередь может стать болезненной гонкой. Люксовая машина, изначально купленная для личного удовольствия, становится средством для впечатления. При этом мы забываем о финансовых расходах и прочих препятствиях, которые требуются для поддержания престижного образа. Увлечение этим виртуальным соревнованием может привести к финансовым незапланированным тратам и ощутимому стрессу, осаждая владельца чувствами, аналогичными к кастрюле, кипящей на медленном огне. Поэтому вопрос о том, почему владельцы новых авто отказываются от заветных машин, разветвляется и осознается еще больше. С тем, как социум отходит от материальных стремлений, возникает понимание того, что не все осязаемое равноценно внутреннему миру. Стоит ли мириться с амбициями неизвестных личностей или искать собственные ориентиры и показатели настоящих радостей без излишних отражений экранов? Глава 7. Роскошные автомобили притягивают восхищенные взгляды и напоминают о достатке своих владельцев. Но стоит пристально взглянуть на суть этой роскоши, и многие откроют для себя неожиданную правду. Под ярким фасадом скрывается поддельная ценность, которая может сбить с толку даже искушенных автолюбителей. Представьте себе, что объект вашего гордого обладания, тот самый автомобиль, который привлекал внимание окружающих, вдруг становится лишь оболочкой, не приносящей желаемого счастья и удовлетворения. Владельцы роскошных машин часто не догадываются, что они покупают не только транспортное средство, но также и ожидания и обязанности, выраженные в нерасплатных счетах и постоянном обслуживании. Для многих щедрость покупки оказывается иллюзией безопасности и успеха. Люксовый автомобиль становится не более чем ярким аксессуаром, разжигающим интерес, но не обязательно удовлетворяющим внутренние стремления владельца, который в погоне за этим внешним признанием оставляет позади истинные ценности и подлинные радости жизни. Такой автомобиль может стать ловушкой, связывая человека обязательствами и долгами, отражая те же внутренние и внешние разочарования, которые мы могли бы избежать, если бы не поддавались обманчивым запросам общества. И здесь начинается следующий виток размышлений, когда один из наших героев испытывает эту дилемму на собственном опыте, сталкиваясь с давлением, которое в конечном итоге побудит его к решительному, хотя и неожиданному шагу. Глава 8. Джессика с детства мечтала парить по улицам на блестящей люксовой машине, словно в рекламных роликах. И вот, когда ее мечта наконец-то сбылась, она быстро столкнулась с неприятной стороной успеха. Оказавшись в фокусе внимания друзей и коллег, благодаря своему приобретению, она не знала, куда от этого подеваться. Автомобиль перестал быть символом личного достижения, превращаясь в предмет сплетен и обсуждений. Вокруг Джессики развернулась целая борьба мнений и осуждений, не оставляя места для искренней радости. Люди моментально начали сопоставлять цену ее авто с личными качествами, делая выводы, которые были как никогда далеки от истинного положения дел. Постепенно давление общества стало невыносимым. Каждая поездка на машине оборачивался чувством тревоги и напряженности. Джессика осознала, что роскошное авто принесло с собой груз, который она не была готова нести. Вот здесь и настал момент, когда она, не выдержав, решает расстаться с машиной, которая должна была символизировать ее успех, но оказалась тяжелой ношей. Однако история Джессики не только о тяжести социализации и внешних осуждениях. В оставшейся части ролика мы раскроем дальнейшие события, которые нарастают вокруг более глобальных изменений в отношении к роскоши. Глава 9. Современные люксовые автомобили не только символизируют успех, но также стали предметом обсуждений на фоне растущих экологических тревог. Как может дорогое авто, изобилующее всевозможными инновациями, стать причиной беспокойства для тех, кто стремится жить в гармонии с природой? Все дело в том, что эти роскошные машины, выделяющиеся мощными двигателями и повышенным расходом топлива, часто оказываются под огнем критики со стороны экологов. Оказывается, мечта о престиже может обернуться тяжелыми размышлениями о собственном вкладе в экологическую проблему. Даже при наличии электромобилей в линейке, производство и эксплуатация таких авто продолжают оставлять значимый след на планете. Ведь материалы
Материал, затраченный на их создание и последующее обслуживание, требует существенных природных ресурсов. В результате обладатели дорогих авто все чаще задаются вопросом о своем личном угаре и необходимости перемен в восприятии мироустройства. Существует ли альтернатива? Ответ может оказаться не только в замене автомобиля на более экологически чистый, но и в переосмыслении самих приоритетов, где главным станет не вопрос статуса, а сознательный выбор в пользу устойчивого развития. Этим продолжается нарастание обсуждений, которые ведут нас к уже видимому горизонту перемен, граничащему с резким поворотом в общественных устремлениях. Глава 10. Внимательно рассматривая мир люксовых автомобилей, мы обнаружили, что за блеском и грацией скрывается множество сложных и неожиданных реальностей. Путь, который мы проделали, показал, что владение роскошью нередко связано с несоразмерными финансами, социальным давлением и экологической ответственностью. От Майкла и Джессики до более широких концепций психологии и экономики, каждый аспект открывал своим зрителям новые стороны этой многогранной проблемы. Размышляя о том, почему новенькие люксовые авто нередко оказываются выброшенными, мы осознали важность осознанных решений и личных ценностей. Роскошь может привнести радость, но настоящая роскошь заключается в гармонии с окружающим миром и собой. Может быть, самое время для перезагрузки подходов к выбору транспорта, рассматривая его использование через призму личного комфорта и ответственности перед обществом и природой. И хоть звездный блеск премиальных машин всегда будет манить, главный вопрос остается: готовы ли вы взяться за эту ношу, зная все трудности, которые она может принести. Возможно, пришло время пересмотреть наши приоритеты и начать смещать фокус с внешних признаков успеха на внутреннее содержание и гармонию, которые способны преобразовать не только личное пространство, но и создать более устойчивое будущее для всех нас.